все, что вот здесь находится, должен контролировать вверх, и только потом это и все остальное. Вот здесь весь контроль вот здесь должен происходить. Кто контролирует кисть, тот контролирует поединок. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете, о каком контроле кисти говорит Дзамбулат Цориев. Куда лучше ставить локоть при установке захвата? Почему некоторые рукоборцы борются, не закрывая большой палец? Кто-то кого учат, это, знаете, это... А зачем зажимать палец вообще? С чего это так пошло? Я сам не знаю, честно, вообще беспонтовая борьба. Как правильно раздергивать соперника во время борьбы? И распространенные ошибки, которые делают начинающие армрестлеры. Спонсор выпуска – компания Сила Руков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Не контролируешь пальцы вообще. То есть не пальцы не контролируешь, а пальцами не контролируешь меня, а должен. То есть, чтобы эффективность была выше, ты должен все, что вот здесь находится, должен контролировать вверх, и только потом это и все остальное. Вот здесь весь контроль вот здесь должен происходить. Кто контролирует кисть, тот контролирует поединок. А ну поговори, я не буду напрягаться, поборись, как ты борешься. Вот. Еще раз. Вот. Давай еще. Почему ты не крутишь учиться? Крути. Сосредоточься на том, чтобы контролировать здесь пальцами. Вот. Все правильно. Такое ощущение, как будто когда я начинаю сопротивляться, ты забываешь, что делать. Еще раз гораздо лучше. Так о каком же контроле кисти говорит Дзамбулат? Контроль кисти – это в совокупности: первое – контроль пальцами пронаторов соперника, второе – сгибание кисти и третье – пронирующее или супинирующее движение в зависимости от того, какой техникой вы боретесь. А при борьбе верхом это еще и удержание отведения в жестком статическом положении, как при выпрямленной кисти во время установки захвата, так и в согнутом положении кисти. И что важно, все вышеперечисленные движения должны совершаться одновременно одним движением. Нельзя, например, начать пронировать и ослабить пальцы или не согнуть кисть. Тренировать эти движения сначала можно по отдельности, а позже обязательно объединять их в одно. И это касается не только кисти, а вообще всего. Сокращение углов, работа спиной, перенос веса тела с ноги на ногу или вперед – все это должно быть объединено в одно короткое движение. Если ваш бицепс и спина сильные, а кисть слабая, то в борьбе ваши сильные мышцы не смогут работать на 100%. Техника какая-то секретная. Ну, она очень плохая, на самом деле. Ну, реально, если ты прям перелом вот, ну, в технике я имею в виду, на перелом руки, то есть ты в какой-то момент понимаешь, что ничего не держит. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Не секрет, что наш вид спорта силовой, и без спортивного питания здесь не обойтись. Предлагаем вам креатин и БЦА от немецкого бренда спортивного питания Magic Elements. Креатин – это одна из ключевых добавок в силовых видах спорта, которая применяется для мощного повышения физической работоспособности.
Креатин значительно повышает силовые показатели, выносливость и увеличивает мышечные объемы. БЦА – это комплекс из 3 незаменимых аминокислот с разветвленной боковой цепью. Это лейцин, изолейцин и валин. Они составляют 35% аминокислот в мышцах. Все 3 аминокислоты являются незаменимыми для человека и играют важную роль в производстве энергии во время выполнения упражнений и незаменимы при выступлении на соревнованиях. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки для вас на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Куда лучше ставить локоть во время установки захвата? Ответ – куда угодно. Все зависит от стиля вашей борьбы. Я, например, учу своих спортсменов ставить локоть в дальний от себя угол подлокотника. Если вы боретесь левой рукой, то в левый угол. Соответственно, если боретесь правой, то в дальний правый угол. Затем при начале движения вы двигаете локоть либо по диагонали в ближний от себя угол, либо к себе и в бок, буквой Г, чуть срезая угол. Тем самым вы усиливаете нагрузку на руку соперника, растягивая его рабочие углы. Локоть при этом не должен сильно давить в подлокотник, сила трения не должна вам мешать. Локоть вашей руки должен скользить, еле касаясь поверхности. А рукой, которой вы не боретесь, вы должны отталкиваться от штыря. Если же вы переходите в оборону, вы наоборот должны как можно сильнее вдавливать локоть в подлокотник, мешая вашему оппоненту перетянуть себя на его сторону. Но есть еще один интересный вариант постановки локтя. Этот вариант используется при борьбе в крюк. Вы ставите локоть в дальний от себя угол, который находится ближе к штырю, за который вы держитесь второй рукой. Данная постановка помогает вам легче закрутиться в крюк, подавая массу своего тела вперед и чуть завернув корпус. Если пробовали эту технику, напишите свое впечатление от нее в комментариях. Почему некоторые рукоборцы борются, не закрывая большой палец? Эта техника очень выгодна при судейском захвате. Когда судья спрашивает вас, как вас закрывать, большим пальцем сверху ладони или с большим пальцем зажатым в ладонь, вы говорите ему, что вы боретесь с открытым большим пальцем. По правилам армрестлинга, фаланги больших пальцев должны быть открыты, как у вас, так и у вашего соперника. И когда ваш большой палец открыт, выпрямлен и направлен вверх, ваша фаланга становится чуть выше. Соответственно, не имея права закрыть вашу фалангу, соперник вынужден брать захват ниже. Плюс вы еще можете давить боком своего большого пальца в костяшку указательного пальца вашего оппонента, усиливая тем самым загиб вашей кисти. Вообще вот это утопия, я не знаю, кто-то кого учит. Это, знаете, это... А зачем зажимать палец вообще? С чего это так пошло? Я сам не знаю, честно, вообще беспонтовая борьба. Тут взял, ты понимаешь, тут ты можешь контролировать захват, выше взять, понимаешь, ниже взять. Зажал, все, у тебя один сегмент, ни о чем вообще, понимаешь? То есть тактики никакой, я вот борюсь, вот. Понимаешь, поэтому я могу использовать вот этот палец, вот, как бы борись. Видишь, раз палец, все. Просто вот используй один палец, давай, борись со мной. Видишь, вот палец, вот все, он уже видишь, где висит. Как правильно раздергивать соперника во время борьбы? Этим приемом великолепно владеет обладатель пояса крайнего турнира Лиги АМС Роман Филиппов. Взрывные и частые атакующие движения не дают его соперникам перейти в атаку самим. Но новичкам я этого делать не советую, потому что если вы чуть промедлите с рывком, противник поймает вас на противоходе, когда вы будете возвращаться в свою сторону, чтобы зарядиться на очередной рывок. Посмотрите, как борется спортсмен в темной футболке. Так бороться нельзя ни в коем случае. Корпус ушел вправо, рука осталась одна. Был бы его соперник чуть сильнее, и травмы было бы не избежать. Про опущенную голову я уже много раз говорил. Опущенная голова вниз помогает вашему оппоненту перетянуть вас на свою сторону. Этот поединок парень выиграл, но ему нужно еще много работать над техникой. В этом поединке, на мой взгляд, спортсмену за красным подлокотником стоило подтянуть спиной свой локоть к корпусу, и может быть тогда борьба бы сложилась по-другому. И здесь, на мой взгляд, тоже похожая ситуация. Спортсмен за красным подлокотником атакует и занимает более выгодную позицию.
Но одного давления в бок не хватает. Если бы он добавил немного спины, подтянув локоть к корпусу, не ослабевая давление в бок, то мог бы выиграть этот поединок. А как считаете вы, друзья? Напишите в комментариях. В октябре нас ждет еще одно знаковое событие. Ваш покорный слуга, то бишь я, Зинятуллин Руслан, тряхну стариной, попробую составить конкуренцию молодому спортсмену из Московской области, Ивану Алексееву. Впервые армфайт среди спортсменов-инвалидов пройдет в рамках спортивного фестиваля спорта Big Peter Sport Show. Мы уже боролись с Иваном, и по схваткам у нас счет 1-1, и в этот раз мы выясним, кто же на самом деле сильнее. Поединок имеет колоссальное значение для всего нашего сообщества. Мы хотим показать, что соревнования среди инвалидов нужно проводить чаще и широко освещать в СМИ. Если придерживаешься такого же мнения, помоги нам воплотить этот проект в жизнь. Нужны средства на призы спортсменам, проезд, оплату гостиницы и питания. Денежные средства можно отправить по телефону, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помни, сегодня ты помог кому-то, а завтра помогут тебе. На этом все, друзья. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик. Для вас работали чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Вы меня звали, и я вернулся. Мы ведь говорили, что читаем все ваши комментарии. Автор и сценарист ролика Зинятуллин Руслан.